Ну что, сегодня посмотрим, сколько стоят фрукты на тайских рынках. Мы покажем стоимость на байки, мы покажем стоимость на продукты. И выясним, дорого в Паттайе все-таки или нет. Hello, привет. Как дела? Всем привет! Сегодня мы вам расскажем, как изменились цены в Таиланде. Ну что, поехали! Ну что, мы отправляемся с Бангкока в Паттайю по многочисленным просьбам. Отправляемся с автобусного вокзала, который называется Мочет. Ехать нам в районе 2-3 часов. Билет стоил 130 бат на каждого человека, плюс еще 30 за чемодан. Отправление идет каждый час с 9 утра до 9 вечера, поэтому вы можете приехать в любое время и, когда хотите, уехать в Паттайю. Пару слов относительно отеля, в котором мы жили. Все-таки отели это совсем не про нас, это максимально неудобно. Маленькая комнатка, даже негде толком поработать, мы вдвоем работаем. Поэтому вот Airbnb и кондоминиумы, где есть возможность пойти там, где есть какое-то отдельное еще место, пойти куда-то в лобби поработать, плюс еще фитнес-клуб и бассейн в отеле тоже не было, поэтому все-таки вот отели совсем не про нас. На 1-2 дня, да, можно, на неделю прям очень неудобно. Ну ладно, следующее место у нас будет в Паттайе как раз таки кондоминиум, и в этой серии мы вам его покажем. Поехали! Ну что, мы заехали в наше жилье. Сейчас быстренько тут покажу. Это все тот же Дусит, что и в прошлом году. Сразу показываю спальню. Смотрите, у нас свет какой, как будто ретро-дискотека. О, вообще красота. Большой вместительный шкаф-купе. Хороший просторный санузел с нормальным отдельным туалетом и душем. Тут у нас полки, это вообще невероятно здорово. Всегда вот не хватает во всем жилье это вот этих полок. Я когда эти полки увидел, сразу понял, что мне тут очень понравится. Есть микроволновка, плита, вытяжка, абсолютно все необходимое для жизни, всякие стаканчики, тарелки, ложки, вилки, даже для готовки еды. Ну, телевизор стандартно, хороший диванчик и очень хороший балкон. Видите, плечики можно тут посушить, можно тут посидеть. И самое главное, что напротив наконец-таки достроилась ривьера, потому что в прошлом году у нас окна выходили тоже сюда, только было выше квартирка, и днем иногда очень сильно мешал ремонт. Слева у нас там рынок Джамтьен с мельницей, ну и все, пляж. Стратегически невероятно удобное местечко, оно нам нравится. Мы по аренде этого места задумались очень-очень сильно заранее, через наших друзей и знакомых забронировали, поэтому будем в ближайшее долгое время тут. Ну и самое главное, то, что мы хотели, чтобы спальня была отдельно, и человек сидел там, работал, чтобы не отвлекать спящего. Ну и вот такой вот вид у нас днем с нашего балкона. По правую сторону можно увидеть такую пальмовую чащу. Красота. Тут у нас видно соседняя кондо, которая наконец-таки достроилась. И там все очень и очень симпатично. Ну и отсюда очень хорошо видно остров Коh Lan. Мы не знаем в этот раз ехать на Коh Lan или нет, потому что в прошлом году мы сняли подробнейшее видео часовое со всеми пляжами. Напишите, ехать или нет. Отсюда у нас видно Jam-Tien Night Market и море. Внизу у нас видно фитнес-клуб и сразу же за ним бассейн. Мы в прошлом году обзорчик делали этого кондо очень подробно. Именно Бангкок хорош, но когда пребываешь там больше недели, уже немного устаешь. Ну, большой город. В Питере я тоже через неделю сильно устаю, уже хочется поехать на дачу и там провести 3-4 дня. В Бангкоке аналогичная ситуация, и мы вот приехали уже в Паттайю. Я вот смотрю на море, смотрю вот на пальмы вокруг и уже вот получаю удовольствие. Но истинное удовольствие получу, конечно же, когда уже дойдем до моря. Окунемся, хотя бы ноги пополощем и уже получим удовольствие. Сегодня цель именно такая. В этот раз у нас домашние животные не коты, собаки, а вот эти вот птички, которые едят с рук. Ну и в двух словах, вот наш бассейн, тут у нас банька. Бассейн абсолютно всегда теплый за счет того, что, видите, он всегда на солнце. Это очень и очень удобно. Тут у нас наверх зал. Если брать на длительный контракт, это в районе 15 тысяч бат.
По вечерам банька тут полностью забита, в принципе, как и бассейн. Днем, видите, очень даже хорошо. Вообще в ПТЕ лучше всего заключать длительные контракты 3-6 на 12 месяцев, потому что это будет максимально выгодно. Стоимость кондо тогда снизится там вообще, может быть, даже в 2 раза. И очень легко можно найти за 8, там, за 9, за 10 тысяч бат и даже ниже. Например, если вы будете посуточно арендовывать какое-то кондо, то это будет стоить, например, от 1000 бат. А если вы то же самое кондо арендуете на месяц, то там уже 10 тысяч бат будет стоимость на весь месяц. То есть разница просто огромная. И если вы будете заключать контракт, то стоимость будет еще ниже. Например, в прошлом году мой брат в конце Джамтена арендовал себе кондо всего лишь за 7 тысяч бат в месяц. У них был договор на 3 месяца. Вообще они заключают на 6 месяцев минимально, но они просто договорились с Тайкой, не было абсолютно никаких проблем. А вот кондо, который находится рядом с нами, так выглядит он днем. Это Ривьера, который строился еще в прошлом году. А вот так он выглядит ночью. Видите, подпись лакшери. Все выглядит действительно лакшери. Сейчас мы вышли не просто так прогуляться по ПТЕ, а найти байк и, возможно, даже искупаться. Получится у нас сделать хотя бы одну вещь из этих двух, увидим. Мы покажем стоимость на байке, мы покажем стоимость на продукты, на овощи, фрукты, в каких местах одна стоимость, в каких местах бывает в 2-3 раза дороже. Сделаем вывод, вообще ПТЕ изменилась по ценам или нет, потому что сейчас, сами знаете, стоимость на авиабилеты снизились, очень комфортные визы с 1 ноября, точнее отсутствие виз с 1 ноября для россиян, поэтому возможно что-то увеличилось, а возможно что-то нет. И выясним, дорого в Паттайе все-таки или нет. Вообще в ПТЕ считается, что самые низкие цены на байк, аренду байка, но в прошлых годах было в районе где-то от 2000 до где-то до 7000. Но опять же в зависимости от кубатуры. Если брать клик, то он стоил дешевле всего. Если брать 150 кубиков, PCX, ADV или NMAX, они стоили подороже. Из первых нововведений, вот самый ближайший от Дусита теперь есть новый 7-Eleven, который открылся, я так понимаю, совсем недавно, с удобной парковкой, довольно огромный, потому что чуть-чуть дальше, если пройти, там будет очень маленький 7. Мы дошли до самого ближайшего рыночка. Этот рыночек вечерний. Мы сюда еще сегодня вернемся и кое-что тут продегустируем. Сейчас хотел вам показать именно овощной фруктовый рынок. Он работает днем, он дневной. По вечерам он уже тут закрывается. И хотели показать, насколько тут низкие цены. Ну что, сегодня посмотрим, сколько стоят фрукты на тайских рынках. Смотрите, килограмм папайи получается всего 50 бат. По-тайски папайя будет молоко. Тайская манго 40 бат, это тоже очень низкая цена. Вкуснейший мангустин всего 50 бат за килограмм. Бананчики, видите, такие короткие, всего 35 бат. Ну, где-то есть по 40, но можно и за 30, даже вообще за 30, но тут всего 3 банана. Это другой сорт. И смотрите, по акции 35 бат за килограмм. Это при условии, что вы покупаете 3 килограмма. А вот тут же рядом можно, смотрите, уже купить по 80 и даже где-то было... ну вот по 40, да? То есть непонятно, почему такая разница. Мы в этом выпуске сейчас вам покажем цены, где манго и другие овощи, фрукты стоят намного дороже. Овощи тут тоже весьма недорогие, 30 бат стоят огурцы, столько же примерно помидоры, 45 бат. И все в таком диапазоне цен. Вот, смотрите, вот такие проростки всего лишь 10 бат стоят. В Питере они стоят в десятки раз дороже. 10 бат стоит всего лишь вот такая упаковка петрушки. А помимо петрушки есть другая зелень, и все тут примерно по 10 бат. Картошка стоит 50 бат. Немного, конечно, дороговато, но что поделать. А how much potato? 120. О, видите, даже на русском языке говорят. Тут получается, что продавцы очень хорошо владеют русским языком и говорят цены на русском языке. Представляете, приходите на местный рынок в Таиланде и вам говорят на чисто русском языке.
Ну и свежий кокос, смотрите, всего 35 бат. При вас его откроют и трубочку дадут. Можно будет как выпить, так и съесть мякоть и, в принципе, наесться. В такую жару это вообще идеально. Единственное, что дорогое на тайских рынках, это яблоко. Смотрите, одно яблоко 12 бат. Что интересно, цветы используют здесь только для всяких церемоний, их не дарят. Поэтому можно вот такую вот веточку купить бат примерно за 20 домой. Смотрите, можно купить уже порезанный ананас, всего 25 бат. То есть покупаешь, сразу же его ешь, очень здорово. Ну и смотрите, уже порезанный ананас 35-40. По вечерам иногда можно урвать и за 30 бат, когда уже закрывается рынок, и, в принципе, можно намного дешевле что-то купить. А все-таки есть места туристические, да, где в основном туристов, которые приезжают на 10 дней, они, не разбираясь, идут, покупают в 3 раза дороже по цене, как, в принципе, в Питере, Москве. И потом нам в комментариях пишут, да где ж вы видели такие цены? Мы приходим именно на те рыночки, где закупаются в основном местные, ну или же фаранги, те, кто живет тут очень и очень долго. Как правило, приезжая в ту или иную провинцию Таиланда, найти местный рыночек очень легко. Открывайте Google карты, смотрите маркеты, овощные, фруктовые. Можно там в каком-то чате, телеграм-чате поспрашивать, поузнавать. Все это находится буквально за 10 минут. Никакого труда абсолютно не представляет. Мы посетили в Таиланде более 10 городов, очень много островов, и всегда находили рыночки, где находили и еду, и овощи, и фрукты. Это вообще не проблема. Мы сюда еще вернемся вечером. Это вообще такое мое любимое местечко. Тут есть хороший рыночек. Тут у нас есть и Бангкок-банк, и Миграшка, и зубной, и практически все, что вы хотите. И до моря тут идти по этой сойке, ну, буквально, я не знаю, там 5 минут. Ну и туристов не так много, как на других рыночках. Мы вот только приехали, солнце хорошее такое, шпарит как следует. Нам сказали, что буквально пару дней до нашего приезда было пасмурно, даже дождливо было. Вчера вечером мы прогулялись, даже было немного прохладно. Мы прошлись вдоль моря, был такой приятный ветерок, свежий. А сейчас вот прям шпарит, очень хорошо. Начинается уже вот сезон в данный момент. И, конечно же, это не может не радовать. Мы по солнцу уже так немного соскучились. По поводу байков еще, я, конечно же, вчера и позавчера в различных чатах Паттайи спрашивал по стоимости, есть ли в наличии, и уже практически 2/3 того, что я спрашивал, в наличии ничего не было. Единственное, что было, это байки 2023 года, 2022, но и цена на них, конечно, уже высокая, это 6-7 тысяч бат. Но это, конечно, много для Паттайи, поэтому мы хотим найти что-то в районе там 3-4, ну и желательно PCX или NMAX, ну или ADV. Ну и как обычно бывает, перед входом в 7-Eleven лежит собака. Смотрите, в 7 выдают вот такие вот штучки, их можно обменять на скидку. Вот сейчас положим. Там одна из них 1 бат, одна из них 3 бата. И оплатим True Money. Вообще вот, сколько не приезжаешь в Паттайю, там мы были тут 5 лет назад, мы были тут в прошлом году, еще в какие-то времена. И, в принципе, ничего не меняется. Всегда приезжаешь, и вот как она была, что по ценам, что по виду, да, по людям, по туристам, в принципе, ничего не меняется. Вот такой залог стабильности. Все-таки он где-то существует в мире. Наверное, вот именно Таиланд, именно Паттайя, вот как раз-таки одно из этих мест. Идешь по этой улице, и кто-то все время где-то что-то готовит, и постоянно чихаешь, кашляешь, потому что острые специи попадают в нос, и, конечно, это очень сильно щекотит рецепторы. Вон там нам машут ребята, видите. Тут такая улица немного неоднозначная, да? Придется туда пойти, потому что там есть аренда байков. Ну и обратите внимание на музыку, вслушайтесь. Да, это вот русские хиты 90-х. Вообще, когда я первый раз приехал в Паттайю, я вот шел по этой улице, вот на этом углу стоял, и с одного из баров гремела музыка Аллы Пугачевой. И практически все люди, которые тут ходили, все говорили на русском. И я все-таки понял, что это не совсем тайский городок, да, можно его назвать по-тайски легко, потому что очень и очень много наших соотечественников любит это место, приезжать сюда из года в год. Ну и вот легендарная машина с фруктами, она до сих пор тут ездит, до сих пор там можно услышать на английском, на тайском и, конечно же, на русском языке зазывал. Там что-то в районе «вкусный манго, мангустин, подходи, покупай», что-то такое. Мы когда в Люмпине жили первый раз, там даже с окна было слышно
Мы идем, напоминаю, за байком. Именно тут есть один рентал. Обычно тут ничего не бывает, но вдруг повезет нам. Вот мы и дошли до аренды байков. Кстати, очень много PCX-ов. Это место соседствует с местом, где в основном одни мужчины делают массаж. И тут таких мест очень-очень много. Видите, вот флаг радужный, и там мужчины делают массаж. Я тут делать массаж, конечно же, не буду. Нас интересует байк. Ну что, байки тут есть. Смотрите, мы нашли по 4000, 2 PCX. Правда, они не самые новые, да, видно, что они такие уже, их время поистерзало. 10 лет им обоим. И есть вот такой хороший Aerox. Мне он безумно нравится. Он очень быстрый, но Маше не нравится, потому что сидуха высокая. Он уже стоит 4500. Вот идем по очень радужной улице. Такие есть в ПТЕ. Многие тут, конечно же, и не бывают, и не сидят. Но днем, видите, абсолютно безобидная улица. Можно пройтись легко, прогуляться, даже пробежаться. Вот видно хэллоуинские остатки. Самое, что интересное, впервые нас спросили, есть ли у нас права. Ну, интернациональные, мы сказали, у нас тайские права есть. Обычно в Таиланде сколько раз мы не арендовывали байк, не пытались арендовать, ни разу никто не спрашивал. Всем вообще настолько все равно. Главное, чтобы у тебя деньги были. Поэтому вот удивительно. Из нововведений. Да, смотрите, тут все красиво, все оформлено. Ну, по вечерам тут это местная Walking-стрит для тех людей, у кого ориентация немного другая. Получается так. Смотрите, не все ездят на байке. Можно арендовать вот такой вот электровелосипед. И, в принципе, ездить, как мы ездили на Пхукете 2-3 года назад. Но, правда, далеко не проедешь на нем. Заряд у него не очень большой. Мы дошли до поворота на Тепразит. И тут можно заметить, можно абсолютно любые булочки купить. Какие вы только хотите. Мы в прошлый раз вам показывали одну из точек. И многие удивились, что ничего себе, в Таиланде продается выпечка. И в Паттайе это не редкость на самом деле. Очень много мест. Смотрите, всего 30 бат. Такие коржики, булочки. Такие вот огромные багеты. Даже вот с хлопьями. И вот такие вот батончики. Ну, цена, конечно, будет дороже, да, чем в России, да, но и тут в Таиланде не так много мест, как в России, где продается булка. Мы дошли до очередного рентала. Тут что-то в основном клики и Aerox. Aerox мне нравится, но Маше не нравится. Сейчас узнаем, есть ли где-то у них PCX. Ну что, PCX не было, NMAX не было, были только Aerox за 5190 в месяц. Ценник я вот немного подснимал для вас. Ну, там выгодно брать, конечно, на месяц, потому что на 3 дня будет в районе 1000 бат. Очень невыгодно. Лучше брать от 1 месяца. Поэтому мы идем дальше. Сейчас зайдем, скорее всего, на знаменитую одну улицу в Паттайе. Вы ее сразу узнаете. Заодно покажем вам, как она вообще стала функционировать или нет. По-прежнему ходят вот такие вот сангтео. Это на тайском языке. Наши в основном называют их тук-туки. Смотрите, какая гламурная, красивая вывеска. И буквально вот в соседний дворик заходишь. А тут разводят петухов для уличных боев. Паттайя, как и любой город Азии, очень контрастен. На данный момент у меня Таиланд пока что такая демо-версия, потому что нету еще байка, да, нет ощущения от поездки по жаркому, теплому климату, когда едешь, тебя теплый ветер обдувает. И еще мы не купались. Мы уже в Таиланде больше 10 дней, еще даже не скупались. Поэтому, когда прокатимся на байке, когда искупаемся в теплом море, вот тогда будет вся гамма ощущений. И тогда вот действительно буду ощущать, что я в Таиланде, я в тропиках. Мы наконец-таки дошли до этой улицы. Она называется Русская. Смотрите, есть шейки, они по 20 бат. На Jomtien Night Market по 25 бат. Получается, тут самые дешевые шейки. Можно арендовать машины. Там байк был по сумасшедшей цене, 7000 бат за месяц. Но там таец предлагал, и он говорил, что это очень-очень хорошая цена. Но мы так не думаем. О, смотрите, какой покрашенный байк. Ну, тут уже что-то потихоньку открывается. По-моему, кафе Антошка. Работает тут, не работает? По-моему, работает. Там даже вот наши соотечественники сидели. Смотрите, разливное пиво. Кафе русской и тайской кухни. Антошка. Вот видите, все на русском. Работаем с 11 до 21. Продукция из королевской фабрики. Оплата рублями через СБП по выгодному курсу. Представляете? Где еще в Таиланде можно вот такое найти? А что это вообще продается? А, это народная косметика. Понятно. Еще массажи.
могу вам сказать, что потихоньку улица открывается. Есть, конечно, что-то вот закрытое, там закрыто, да, тут закрыто. Но, тем не менее, уже лучше, чем было. Слышу музыку и вижу Узбекистан, Лазати, ресторан Узбекистан. Как будто бы попал в Анапу. Вот идешь, такие песни легкие. Кокос, смотрите, 35 бат. Если чуть-чуть пройти вглубь, то видно уже вот вывески for rent, да, тут уже так, чуть-чуть затишье. Но люди потихоньку уже тут начинают появляться. То есть уже хорошо. Но тут же рядом рынок Протамнак, да, поэтому и очень много жилья, где наши соотечественники арендуют. Вон там огромное количество кондо, поэтому, конечно, тут грех не открыться и не зарабатывать деньги. Что вот местные делают. Hello. Ой, и цены, смотрите, 3 килограмма всего 100 бат, даже тут. Very good price. 50 килограмм Dragon Fruit, папайя 50 бат. Это очень хорошая цена. Ну и корзинки. Если вы собираетесь лететь на родину, можно сразу же тут их купить. Все за вас продумали. Не перестаю удивляться вывескам на русском. 150 бат, борщ, котлета, пюре, куры, гриль. Вообще, как будто попал вот, в Сочи приехал, в Анапу. Вот девушка готовится делать массаж. Hello. Окей. Вот экскурсии, тоже на русском языке. Рун Рен Тур. Кофешоп Паттайя Парк. Ну и брекфаст, завтрак тоже на русском языке. Смотрите, какое название. Вечерний блюз у Натальи. Причем это тайская кухня. Интересно. Печора ресторан, русские, тайские, экзотические, европейские блюда. Тоже сидят наши соотечественники. Ну все, русская улица, можно сказать, в принципе, открыта. Наверное, 2/3 ресторанов наших соотечественников, которые были закрыты, русских ресторанов, они уже открылись. Поэтому, даже натуральный латекс есть. Ну и вот то самое место, которое в прошлом году единственное, которое было открыто, оно тут до сих пор тоже работает. Видите, манго-шейки, различные смузи стоят всего лишь 20 бат. Маша уже захотела. Любой 20 бат. Very good Russian language. Чуть-чуть. Видите, все говорят на русском, даже продавцы. Тайская дыня, вкусная, сладкая. Карамбола, полезно, фрукт. Видите, все на русском. Ну и, конечно же, можно купить пиджак. Видите, кто даже тут покупал. На Крабе это очень распространено. Тут пока что только одно местечко увидел. Вот мы дошли до очередного рентала. Тут уже даже и Форзы есть, да? PCX и более такие мощные. Смотрите, какой мотоцикл. Ну и вот, смотрите, экскурсии тут открылись. И еще один фруктовый рыночек. Реально, вот мы сейчас прошлись, наверное, 2/3 точек было открыто. В прошлом году работали только вот эти вот фрукты, и все, больше ничего. Поэтому Паттайя открывается, и русская улица полностью уже, считайте, тоже открылась. Можно приобрести. Hello. Тут чуть-чуть подороже будет. Ладно, идем дальше. Обычно мы расплачиваемся нашей тайской картой, но по туристической визе и по обычному штампу сделать ее нельзя сейчас. Да и если вы едете на месяц, то смысла в этом нету. UnionPay всегда есть риск, что ее заблокируют и перестанет она работать за границей, и принимают ее, к сожалению, не везде. Также есть вот такие обменники, где курс рубля просто супер невыгодный. Но в Таиланде есть еще классные сервисы обмена денег. Мы его сейчас специально для вас проверим и расскажем, какой курс. Money Global. Проверенный сервис обмена валют в Таиланде. Он есть и на Пхукете, и в Паттайе. Ребята работают с 2022 года, и у них сотни довольных клиентов. Что меняют? Ваши безналичные рубли и USDT на наличные баты. Все просто. Вы пишете ребятам, обсуждаете сумму для обмена, место и время встречи, а курьер в течение часа может быть уже у вас с наличкой. Очень важно, что сначала вы получаете наличные баты, проверяете, и только потом делаете перевод на карту любого банка. Все четко, быстро и безопасно.
безопасно. Курьер приезжает в течение часа, но к нам он приехал за 20 минут. С данным сервисом курс получился 2,76. При том, что на сегодня курс бата по ЦБ 2,60. Но, конечно же, курс 2,6 вы вряд ли получите, потому что даже если через криптобиржу Binance самостоятельно переводить деньги, получится курс примерно 2,7. Переплата получается минимальная, поэтому заморачиваться с картами, True-Money и так далее нет никакого смысла. Все ссылки на этот сервис будут в описании ролика. А сейчас мы заехали в тайский супермаркет Big C для того, чтобы рассказать вам, какие здесь цены. Смотрите, мы купили 2 кусочка вот таких вот стейка, больших достаточно, на 400 грамм. Получилось всего лишь 41 бат. То есть, это очень мало. А килограмм стоит всего лишь 108 бат. Ну а филе курицы стоит всего лишь 79 бат за килограмм. Ну а сейчас посмотрим цены на фрукты в большом супермаркете и посмотрим, насколько они дороже или дешевле. Ну, смотрите, сахарное яблоко здесь стоит в 2 раза дороже, чем на рынке, 149 бат. Манго 80 бат килограмм, когда на рынке 40. И вот этот вот фрукт, на рынке он вообще 50 или 60 стоит, а здесь 129. Авокадо стоит тут 159 бат, это в 2 раза дороже, чем на рынке. Ну и вообще в среднем цены в крупных супермаркетах в 1,5-2 раза дороже, чем в обычных тайских рыночках. Самое неприятное — это цены на чаи. Посмотрите, в среднем 279 бат за обычный чай. Конечно, дороговато. Продолжая тему недорогой еды, есть в различных торговых центрах, наподобие Big C, Tesco, также Channel фестиваль, да, где есть такие фудкорты, где можно купить еду очень даже бюджетную. То есть стоимость будет в районе 50-60 бат, а где-то даже и 40. Единственный минус этих точек, что они работают буквально где-то до 6. В 6 часов уже все закрывается. Если не успел, то значит опоздал. Тут различные есть десерты в виде рыбок, вот таких вот шариков и много-многое другое. Запах тут очень даже приятный. Ну и цены, смотрите, самое главное, видите, 50-45 бат. И это будет такая добротная, хорошая миска еды. Это, кстати, пад-тай, очень нам полюбившийся, абсолютно с любой начинкой. Смотрите, там вон и креветки, и курица, и свинина. Мы решили сделать выпуск про цены для того, чтобы многие понимали, что не только можно приезжать в Таиланд по путевке за 350 тысяч, за эту сумму можно жить здесь 3 месяца. При этом вы будете питаться достаточно бюджетно, но самое главное, не менее хуже, чем в каких-то европейских кафешках, потому что в Таиланде огромный просто культ еды. Она здесь на каждом шагу и на любой вкус, и любой кошелек. Конечно же, тут есть и суши. Правда, суши такие довольно-таки маленькие, да, и не полный набор, как на большом каком-то рынке, но, тем не менее, можно что-нибудь взять в довесок к тому, что вы возьмете, допустим, вот в такой вот лавочке. Еще я люблю вот эти вот супчики, они такие наваристые, хорошие. Там, как правило, это лапша и свинина. Также есть какие-то мясные шарики. Запах тут просто невероятный. Раз в 3-4 дня обязательно вот такой вот ем. Ну и мы уже начинаем привыкать, что большинство надписей, конечно же, на русском языке. Я уже все прилавки показывать не буду, потому что выпуск будет очень сильно перегружен едой. Да, у нас, в принципе, мы в Паттайе еще долго, поэтому мы еще все будем показывать более подробно. Сейчас вот буквально про цены, да, ну и также есть кофе. Я люблю показывать в выпусках кофе. Кофе горячий, видите, всего 30 бат. 30-35 бат. Это очень хорошая цена. Можно и поесть, и кофе попить, а также, конечно, заказать и такие вот шпажки. Стоимость каждой всего 10 бат. Ну и оплачивать мы будем, конечно же, с помощью нашей карты True-Money. Тут это можно сделать. Очень удобно. Оп, оплачено. Еще обязательно попробуйте вот такие вот вареники с креветками. Есть большой выбор, разная начинка, очень-очень вкусно. Особенно тут. Вот так вот выглядят вот эти вот самые вкусности. Мы будем 3 штучки. Да, 3, yeah. Ну и смотрите, мы уже взяли еду. Машина блюдо стоит 50, мой супчик стоит тоже 50. Это мы взяли в районе, по-моему, 40, я так и не понял, сколько стоит. Но это просто мы для того, чтобы попробовать. Давно не ели. В принципе, без этого можно очень легко наесться за 100 бат. На двоих это сколько? 270 рублей, там 260-270 рублей. Как я и говорил, супчик очень наваристый. И тут не пожалели мяса. Даже вот эти вот, не знаю, это соевые или нет, или мясные шарики.
Ну вот с такого супа я наедаюсь очень-очень хорошо. Эти шарики всегда очень вкусные, поэтому всегда рекомендую вам их брать. Я уже давным-давно не пробовал именно с креветкой. Сейчас буду восполнять эту трату. Тут прям мясо. И не только креветки, по-моему, туда добавлено еще немного свинины. И еще какого-то теста. Сверху тесто тонкое и внутри еще такое. Но это прям очень реально вкусно на самом деле. Очень стоит попробовать и так сытное. Еда очень вкусная, адаптированная под туристов, не такая острая, как в тайских различных кафешках, поэтому можно смело есть. И самое главное, вы видите кухню, она тут максимально открытая, и можете понимать, что тут не будет какой-то антисанитарии, о которой кто-то говорит, и всего подобного. На тайских рынках часто бывает, что даже если ты скажешь no spicy, все равно чуть-чуть кладут перца. Именно тут действительно она адаптированная кухня под европейца, и очень редко бывает, когда острая. Но тем не менее, все равно не забывайте говорить no spicy, а лучше всего сказать my pet. Это на тайском не острое. И если вам очень понравится блюдо, обязательно подойдите к тайке, которая вам готовила, скажите мак-мак арой, это означает очень вкусно, она будет очень довольна. Мы всегда это делаем, говорим, и в следующий раз, когда нас видят, стараются приготовить еще лучше. Кофе чаще всего мы заказываем в таких вот аппаратиках, которые называются Tao Bean. Видите, всего 35 бат. Можно выбрать с сахаром, без сахара. Мне без сахара, как всегда. И оплатить можно по тайской карте через мобильное приложение банка, Бангкок банка, да, у нас, к примеру. Или также True Money. Это все очень удобно. Но если у вас нету банковской карты, а также True Money, ничего страшного. Вы можете воспользоваться вот такими стойками, прийти с наличными, обменять их на специальную карту, на которой положены уже деньги. Вы можете оплатить любое блюдо, которое только хотите. Если останутся еще после этого какие-то деньги на карте, то приходите сюда, возвращаете ее, вам возвращают остаток средств. А сейчас мы переместились в Tesco, это тоже такой очень крупный торговый центр. Первое, что хочу показать, поближе подходите, тут тоже есть хлеб, причем довольно-таки доступная цена, 49 бат. И сейчас уже, правда, под вечер разобрали. Также есть всякие батончики и такие вот небольшие батончики тоже всего 19 бат. Очень даже доступно. Насколько я помню, по-моему, раньше это все стоило дороже. Даже вон со скидкой 3 батона всего по 28 бат. Но это, наверное, вчерашний. И нас очень сильно удивила цена на манго. Смотрите, всего 49 бат. Именно в Big C цены на манго намного-намного дороже. Даже, смотрите, вот этот огромный манго, который египетский, не знаю, или какой австралийский, он тоже 49 бат. Есть также за 35 бат даже, но это зеленые, видите, такие маленькие. Они еще не доспели, поэтому стоит дешево, да. Еще один вид манго, это уже за 69. Не знаю, в чем разница, но самый вкусный манго, по-моему, все уже привыкли, что это именно желтый. Ананас стоит всего 35 бат. В Tesco еще есть отдел с готовой едой. Смотрите, вот такой вот наборчик можно купить за 60 бат, даже с креветками. Правда, тут перчика так, по-моему, не пожалели, но все равно 60 бат. Очень доступная цена, да. Чем позднее, тем цена будет дешевле. Ну вот, тут готовят, тут же можно и покупать. Честно говоря, именно в Tesco мы приехали, чтобы показать, что фрукты будут стоить довольно-таки дорого. Но получается так, что в принципе, как мы показывали на рынке, цены приблизительно такие же и тут. Поэтому мы вот специально искали, хотели хоть что-то найти, что будет стоить дороже, но у нас не получилось. Единственное, что только вот папайя, да, 75 бат. По-моему, она на рыночке стоила дешевле. 60, да, или 50. Но многие продукты будут, конечно, дороже. Вот колбаса, смотрите, 1900, бекон 2200, да. Но это на наши почти 5000 рублей. Это очень дорого. Тот же сыр, допустим, да, получается, 4 ломтика на наши почти 300 рублей, 63 бата. Ну и так далее. Те кусочки. Вот такой вот кусочек, 186 бат. Если вы приезжаете в Таиланд, покупайте те продукты, которые тут намного дешевле, которые можно очень легко заменить.
да, и которые, допустим, у нас же в России будут стоить там в 3-4 раза дороже. Налегайте на фрукты. Можно овсянку заменить рисом. Можно сыр заменить тофу или брать там креветки, еще что-то. Выбор просто громадный. Если вы не хотите готовить, просто идите в любой рыночек, на любой фудкорт в торговом центре и кушайте просто нереально вкусную еду. Если даже вы будете кушать утром и вечером в торговых центрах или на рыночку, вы все равно потратите очень небольшие средства. А еще в Таиланд можно приехать без вещей и уже тут все купить. В том же Tesco есть такой отдел, где можно купить одежду. Причем цены, обратите внимание, не такие уж и высокие, да, 119 бат. Такая футболка, я сейчас померю, возможно, даже и приобрету. Различные другие, вот, белая, идеально. Покупаешь, идешь, и у тебя не выцветает одежда. А для любителей особого кофе есть вот такой вот интересный вариант. Смотрите, кофе с коноплей. И стоит всего 20 бат. Ну, все, мы взяли байк. Мы еще зашли в одно-два места, уже не стали снимать. Попросили не снимать, потому что у многих, оказывается, проблем с тем, чтобы продать, вообще нету. Наоборот, быстро разбирают, и потом даже туристам, которые приезжают на неделю, на две, нет возможности дать и заработать нормальные деньги. Поэтому мы уже не стали снимать еще одного-двух ренталов. Скажем только то, что средний ценник на PCX где-то 10-летней давности 4000 бат. Ну, собственно говоря, мы взяли байк за 4000 бат на месяц, 2000 депозит. Байк хороший, видите, даже можно тут установить телефон. Это очень хорошо, у нас обычно давали без этого, и нам дали даже с визором. 1 и 2 обычно везде дают грибочки, которые смотришь, и можно только посмеяться. Самое, что интересно, впервые в Таиланде нам дали вот такой вот замочек, который нужно будет цеплять на переднее колесо. Но если вдруг вы уедете в какой-то, сказали, незнакомый район, где вы ни разу не были, и там очень подозрительные тайцы, и сказали, что тайцы не все такие улыбчивые, не все такие добрые, нужно все-таки ставить руль на блокировку и вот эту вот штуку. Ну и, конечно же, не забывать ключи. А у меня, знаете, да, по прошлым сезонам я ключи оставляю, наверное, через раз. Поэтому вот про эту штуку я уж точно буду забывать, но надеемся, что все-таки не украдут. И еще самое, что интересное, нам сказали, почему у нас спросили права в одном из мест тайцы. Дело в том, что сейчас полиция стала штрафовать не только человека, если он едет без прав, но и рентала, кто выдал байк, 2000 бат. Это не везде случается, не всегда, но такие прецеденты стали чаще после того, как кувейцы стали тут гонять на байках по 5-6 человек, становиться посередине дороги и начали с ними таким образом бороться. Ну, это одна из легенд. Но если у вас все-таки нету прав, то ищите те ренталы, где не будут требовать прав. В принципе, такие еще есть. 2/3 мест у нас не спрашивали про права. Поэтому байк у нас теперь есть, шлемы есть. Впереди у нас огромное количество времени в Таиланде, в Паттайе. Мы еще хотим в другие места поездить. Какие места посетить, кстати, пишите в комментариях. Мы всегда прислушиваемся. И сейчас мы идем куда? Правильно, купаться. Ну вот мы и приехали на пляж. Он называется Азия Паттайя. Вроде как тут такой есть отель рядом. Ну а мы его называем Пратамнак. Ой, прям чувствую запах уже морской такой соленый. И слышу волны, как они плещутся. Вот, по-моему, это и есть Азия Паттайя. Сегодня такой добротный прилив. А мы идем в кроссовках. Может быть, кому-то будет важна информация. Аренда одного шезлонга 100 бат. Ну вот мы дошли до самого нашего любимого места на этом пляже. Водичка сегодня хорошая, солнышко. Когда где-то в ноябре, в начале декабря тут уже свободного места не будет. А вот сейчас самое то. Мне еще больше всего нравится вон туда, если пройти. Там такие скалы. Там вообще просто красота. Можно кучу фоток поделать. Ну и вот, надеюсь, в один из следующих приездов мы уже будем в этом отеле отдыхать и вам его показывать. Ну что, я уже искупался, впечатления просто неизгладимые. Я вчера купался в бассейне вечером, и купание в бассейне, и купание в море – это вообще две разные вещи. Покупаешься 20 минут, просто вот ощущение, как будто тебе делали наикрутейший массаж, расслабляет абсолютно все тело. Я проплыл в районе там 800 метрах, туда-обратно, тут нету буйков, и тем самым мне и нравится это место. И первое, что я хочу заметить, когда заходишь в воду, именно в Сиамском заливе, вода как кипяток, даже в начале ноября. Потому что когда мы жили на Бали около 4 месяцев, мы все не могли понять, почему так холодно заходить. Или мы такие стали
теплолюбивый, но все-таки Индийский океан намного прохладнее, намного холоднее, когда заходишь. Вода, конечно, не из Семиланы, да, но именно тут она более-менее нормальная. Не такая грязная, как, допустим, на Джамтиене. Хотя мы вчера, когда приехали вечером, пошли на Джамтиен, вода была, в принципе, прозрачная. То есть, возможно, это зависит от какого-то течения. Медуз нету, медузопатруль провели, именно в данный момент нету. Никто не кусался в воде, то есть вообще идеально. Не знаю, я прям вот ощутил, наконец-таки, то ощущение, то приятное ощущение от купания, которого, в принципе, все пребывание на Бали у меня не было. Потому что, ну, буквально по пальцам одной руки фрезеровщика можно пересчитать, когда вода была действительно теплая и когда не было волн. Тут просто ты заходишь даже в Паттайе и получаешь просто колоссальное удовольствие. У меня, короче, миллион ощущений, я вам их передаю, получаете заряд эмоций. Ну и, конечно же, красивейший закат, будет или нет, мы не знаем, но хотя бы вот так. Как я и обещал, мы вернулись на рыночек, в котором были днем. Как видите, вечером тут уже народу очень много. Много всяких вкусностей и, конечно же, уже людей тут прибавилось. Манго по 70, картошка. И вот тут большое разнообразие супов. Маша даже задумалась, что брать. Жареная лапша с креветками и кальмарами за 60 бат. Перемешать порошок карри из креветок. Да, перевод немного хромает. Вот эти вот вкуснейшие мои любимые шашлычки. Они нереально вкусные, но, правда, острые. Вот смотрите, где Мексикан, чикен Мексикан, лучше там не брать, это очень острые. Это, по-моему, окунь в соли. Ребрышки вкуснейшие. Еще очень много жареной свинины и, конечно же, курицы, куда без нее. Вот, видите, тут все на тайском, поэтому туристов тут не так много, как могло быть. Хотя снизу, вот, видно, на английском написано. Это у нас, видите, на вертеле утка и курицы. А, нет, только одни курицы. Это все, что можно, только в кляре. Есть также вот такие вот готовые наборчики для вегетарианцев, скорее всего, да? Ой, смотрите, даже есть дуриан, да? Фрукт, который не везде еще найдешь. Причем запаха тут почему-то нету. Видно, он свежий, только-только его открыли. Вот, тут огромное количество шашлычков на любой вкус и цвет, сосисочки. По цене не написано. How much? 10 бат. 10 бат все стоит. О, даже есть вот такие вот ракушки. А также есть тут, конечно же, и шейки. Но они уже будут стоить 40 бат. Мы сейчас на Русской улице купили за 20 бат. Пока что это самые дешевые смузи, которые мы покупали в Паттайе. Потому что на Джамтиене, насколько я помню, 25 смузи стоит. Ну ладно, мы идем заказывать. И тут же, не отходя от кассы, можно пойти выбрать одежду и также прическу себе сделать. И рядом же есть массаж. Тут туристов не так много, как на Джамтиен Night Market, да, и наших соотечественников тоже тут мало. Тут в основном местные или же американцы, европейцы, которые приехали уже, заключили брак с тайкой, да, вот их очень-очень тут много. Ну что, нам принесли еду. Маше принесли паттай с креветками, а мне томха, мой любимый, с креветками. Наваристый. Ну что, сейчас будем пробовать. Смотрите, какие огромнейшие креветки. И у Маши тоже такой паттай с такими креветками. Еще не всегда и повезет, да? Маша очень рада. Ну что, я уже попробовал свой томха, который с креветками. Просто вот невероятно. Я обожаю томха. И очень люблю, когда он прям приготовлен вот в самых нужных консистенциях. И вот когда все сделано правильно, пьешь вот это вот кокосовое молоко со всеми вот этими специями и всем остальным. И вообще просто ничего больше не надо. Мы сегодня и на байке покатались, мы сегодня и накупались. Мы сегодня немного даже подзагорели, попили манго-шейки. И съели еще супер вкусную тайскую еду. И паттай, и томха. Все 105 супер ощущений, которые, в принципе, мы обычно и ждем от Таиланда, все сегодня испытали. И прям мы вообще невероятно счастливы. Ну и по стоимости месте нам обошлось все в 160 бат. Мой паттай с креветками, заметьте, стоил всего лишь 60 бат. И Паша томха, который тоже с креветками, стоил 100 бат. То есть это цены очень низкие на вот этом вот рыночке. Причем мы взяли далеко не самые дешевые паттай и томха. В
Вчера вечером мы купили Том Ха Гай с курицей, взяли за 70 бат. А в кое-каких киосках есть и по 60, по 70. Я вам показывал, так что мы взяли даже не такой уж и дешевый, но тем не менее очень большие порции можно наесться, в принципе, и уже сегодня вечером и не есть. Как я и обещал, показать места туристические, где цена на фрукты, овощи будет дороже. Это место находится рядом с Jomtien Night Market. На Ланган стоимость будет уже 100 бат на килограмм. Драгонфрукт тоже стоит 100 бат на килограмм. Бананы по 55 бат. Стоимость на маракую, смотрите, 100 и 150 бат за килограмм. Манго, обратите внимание, 120 бат на килограмм. Цены, конечно, отличаются. Thailand. А, Sakapa. Thailand. Sakapa. Сакапа. Place in Thailand. Вот мы только что выяснили, что мы первый раз видим такое манго. Оно огроменное. Называется сакапа. Смотрите, какое огромное. Красное манго. Hello, Sakapa mai. Также есть манго, смотрите, абсолютно обычное, где мы показывали вам за 40, за 35 бат. Тут оно стоит 120 бат. Все-таки чуть-чуть дороже. Ну и можно взять вот такие вот уже готовые все. Бананы по 50 бат, апельсины 120 бат. Дороговато, да? Ну и как видите, желающих отбоя нету, потому что рядом находится Jomtien Night Market, туристов очень много, и многие покупают по этим ценам. А совсем рядом находится такой растаманский барчик. Маша там все загляделась на продукцию. Можно тут покурить, посидеть, поулыбаться. Печеньки? Не, печеньки не будем. Спасибо всем за просмотр видео. Если вам было интересно и полезно, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!